Всем доброе утро! Мы выехали затемно, и наш путь лежит в горы, к Трансфагарашу, одной из самых опасных, красивых и сложных дорог мира. У нас первая остановка, 8 часов утра. Я даже поспала немножко. Ехать нам осталось 3,5 часа. Румыния – небольшая страна в Восточной Европе, где есть море и горы, замки и вкусная кухня. Особенно загадочной и мистической родина графа Дракулы становится осенью и зимой, когда горы окутывает плотный туман. Именно такую погоду мы выбрали, чтобы покорить Трансфагараш – шоссе, которое называют «дорогой в небо». Выезжали из Бухареста и шел дождь, а сейчас уже снежок. Именно в этом месте начинается начало подъема по серпантину на Трансфагараш, самую красивую дорогу в Европе. Погода сегодня получилась очень сырая, поэтому мы вот так ходим, дождь еще что-то. Ну, дождь уже закончился, Ну, да. и на том спасибо. Снег был. Да, был снег, когда мы ехали сюда. Мы услышали, что ручей шумит, спустились сюда немножко ниже. А здесь такая речушка горная. Что еще хочу рассказать про это место? Дорога, сама трасса серпантинная Трансфагараш закрывается в конце октября примерно. Закрывается ее верхний участок, примерно 10 километров со стороны Брашова, откуда мы сейчас заезжаем, и километров 5 с другой стороны. Закрывается потому, что дорога очень опасная, там серпантины, лед, снег, и власти Румынии запрещают по ней ехать в это время. И все зимнее время как бы дорога закрыта. Сейчас январь месяц, и мы здесь оказались совершенно случайно, потому что аномально теплая зима в Румынии, и нет снега, в Бухаресте нет снега, в предгорье нет снега, и поэтому сегодня мы надеемся доехать до определенного участка. Конечно, середину дороги мы не проедем, но мы поднимемся, и все-таки какую-то красоту мы увидим. Надеемся, что разведнеется немножко небо и даст нам эту возможность. А дальше мы будем подниматься в телекабине. Это такая огромная гондола с панорамным стеклянным окном, на 20 человек рассчитанная. Мы поднимемся на вершину, и уже оттуда будут тоже открываться красивые панорамные виды. Алиса у нас сегодня дома, потому что 4,5 часа дороги в одну сторону, и ее брать это, конечно, мучение. Намучаем ребенка и себя. И к тому же, когда мама брала билеты, оставалось всего 2 места. Да, 2 свободных места оставалось тут у нас в автобусике, в маленьком. Поэтому мы сегодня вдвоем. Это тоже Карпаты, только румынские. Думаю, через минут 20 мы уже будем на месте у входа в телекабину. Я спокойно отношусь к серпантинам, а некоторых начинают укачивать жестко на такой дороге. Количество машин на парковке огромное просто. И погода, конечно, сегодня нас немножко подвела. Дождь моросит, такое что-то полуснег, полудождь на голову. Напоминает наш карпатский базарчик. Может, Алисе возьмем какую-то мелкую игрушку? У нее игрушек мало, да? Кукурузку жарят. Погода, конечно, капец. Вот нижняя станция. Отсюда мы будем на подъемнике подниматься вверх. И, конечно, все затянуто, такой туман. Видимость вообще там нулевая наверху, наверное. Народу много достаточно. Сейчас будет давка в этой гондоле. Очередь в кассу. Билеты, наверное, наверху, да? И вот стоимость. 50. Сейчас я вам очередь покажу. И там еще лестница, несколько пролетов людей стоит. Ждем мы еще очередь свою на подъемник. Там люди гуляют, куда-то поднимаются. Но наверх пешком это нереально. Расстояние огромное, там километра 2 или 3. В субботу не приезжайте сюда, конечно. Очереди просто сумасшедшие. Вот, собственно, почему мы стоим 2-й час в очереди. Потому что вот эта вот штука ползет вот настолько медленно, как улитка. Пошел 2-й час у нас уже очереди. И просвета нет. И это еще не вся очередь. Вот еще перед посадкой в эту телекабину сколько людей.
И здесь можно посидеть. Тая уже не может стоять. Конечно, не продумано все. Очереди огромные, выходной день особенно. И вот это две кабинки, одна поднимается, другая спускается. И где-то, наверное, до 15 человек помещается в одну, поэтому все очень медленно. В очереди можно увидеть часа 3 железно в выходные дни. Тая уже мается у нас. И там еще люди. Да, вот такая вот маленькая красненькая ползет из тумана. Что-то там должно быть видно изнутри. Смотрю, что у них вообще там окна запотели. И вот она вообще зависла тут перед выходом. Там они надышали, ничего не видно, по-моему, вообще изнутри, да? Ага. Да, видно хоть немножко горы, потому что мы приехали, туман вообще был полный сверху. Это вот такой просвет, но ненадолго. Посмотри, как у меня. А вот тут очередь разделяется для мажоров и для обычных, кто стоит. Вот мы уже даже сюда зашли, но мы поедем в следующем вагончике. Этот уезжает снова без нас. Мы почти дождались уже. Не прошло 3 часов. Да, 3 часа в очереди практически простояли. Это, конечно, ужасно. Кстати, если у вас зарезервирован наверху отель, вы можете пройти без очереди с рюкзачками и с бронью отеля. Такой лайфхак. Я поняла, что в следующий раз, чтобы сюда подняться, я перед этим номер забронирую и поднимусь с бронью, без очереди. И вот мы наконец-то дождались. Сейчас уже зайдем в эту кабину. Не прошло и 3 часа. Не верится, да? Да, 3 часа. Вот. Там осталась вторая часть нашей группы. Вы видите там красоту, видите? Да, там где-то солнышко вдали. Там озерце даже сзади. Все очень быстро хотели. Да, здесь все сейчас надышат в этой кабинке, и ничего не будет видно. Это спуск, черный спуск на лыжах. Сейчас на лыжах будем. Каждому лыжи выдают вид. Сейчас будем проезжать вот за вот этим куском серпантина. Смотрите, самый красивый. Водопад, смотрите, видите, в нашу сторону? Туман, мы поднимаемся в туман. Все, здесь уже все белое, все в тумане. Ничего не видно практически. И снег. А если вы будете подниматься сюда летом, вот именно с этого места в хорошую погоду видно красоту. Длина самого шоссе почти 100 километров. Оно было построено в 70-х по приказу диктатора Чаушеску для военных нужд. Дорога проходит насквозь через всю горную гряду, поднимаясь на максимальную высоту 2034 метра. Чтобы иметь возможность проехать через всю дорогу, трасса откроется 1 июля, и мы обязательно сюда вернемся для того, чтобы увидеть вот эту красоту, которую я вам сейчас показываю на фотографиях. Это фотографии летние, и дорога реально очень красивая. Мы приехали в зиму, да? Мы видим первый снег после Грузии. Да, кстати, смотри, здесь все заледенело. Это музей ледяных фигур. Конечно, нельзя сравнивать, но летом природа здесь абсолютно другая. Здесь наверху такой туман, видимость вообще практически нулевая, снега много, очень холодно. В отличие, это, наверное, сейчас единственное место в Румынии сейчас, где есть снег, потому что даже в Паяне Брашев снега нет. Ну, в Бухаресте его вообще нет. Здесь на плюшках катаются. И здесь где-то есть ледяной отель, и есть еще озеро Баля, которое мы просто не видим. Сейчас будем его искать. Мы с мамой искали озеро и не могли понять, где оно. А оказалось, что вот мы сейчас стоим на нем. И что замело очень большим слоем снега. И вот просто даже не понять, что это озеро. Да, под нами где-то вода, оказывается, и, наверное, большая глубина. Вот такой вот слой снега и льда. И то есть вообще не поймешь, где здесь суша. Отели есть наверху. И в принципе сюда можно приехать на несколько дней и покататься. Хотя бы на плюшках или на борде. Мороз создает вот такие узоры. Мы зашли в музей ледяных фигур. 25 лей вход взрослый, 15
Дитё. Идем. Берлин. Телевышка Берлина. Ася у нас сейчас в Берлине. Лед. Класс, здесь полностью все изо льда сделано. Даже ледяные стульчики, представляете? Прикольно, да? Здесь на жопу. Это ледяной отель изо льда, представляете? Как в Карпатах, да? Да. Здесь, кстати, на удивление тепло и такая красотища. Нет этого ветра страшного, от которого руки отмерзают, щеки все красные у нас были. Здесь классно, есть где погулять. Обязательно вот всем рекомендую в этот ледяной отель изо льда зайти. Здесь второй зал точно такой же похожий. Только полочки. Все изо льда, столики ледяные. Прикольно. Да. Ой, скользко так. Я еле иду. Ледяной светильник. Это ж надо было все это построить, представляете? Я иду, у меня ноги тут разъезжаются реально. Очень скользко. Здесь еще есть несколько залов. Идем посмотрим, что там. Пошли. Так, в этом мы были, в этом мы не были, да? Опа. Ай-яй-яй! О, господи. Заходи. О, а здесь тоже кровати, да? Тоже еще Только один. чуть-чуть другое освещение, другие лампочки. Вообще классно, конечно. Это представляете, сколько труда нужно было, чтобы вот это вот все построить? Это, наверное, ну, однозначно не один день и не один человек. Много людей и много работы. Если честно, немного холодно сидеть даже на вот таком покрытом. Хотели бы здесь переночевать, остаться на Я бы этой да. кроватке, да? Ну, это можно, конечно, дубу дать ночью. Смотри, не свались там. Тут уже не скользко так в туннеле. Ну, проходи, что там дальше. Алиса бы здесь, конечно, набегалась. Я скажу, мы здесь хоть отогрелись за это время. Аж выходить не хочется на этот буран снежный. Еще одна комната и ледяное кресло. Бар изо льда. Вот зашли сюда, а здесь уже номер на ночь зарезервировал какой-то Влад. И будет здесь у них романтик. Хотя здесь, наверное, холодно, да? Ночью, не знаю, сколько они тут выдержат, да? Одеяло тут дают, бар есть даже. Я уже иду аккуратно, боюсь упасть. Ну тут только остался второй рабочий бар. Покажу вам цены на алкоголь. Они здесь не дешевые, естественно. Я хочу сказать, что этот ледяной отель — это, в принципе, самое лучшее впечатление сегодняшнего дня, потому что погода нам сегодня, конечно, так подгадила, здорово, и по времени эта очередь добила всех морально, очень сильно. Пока мы смотрели ледяные фигуры, уже стемнело полностью. Напоминает наш Драгобрат. Там тоже часто у нас такие туманы, такая непогода. Все, движемся уже мы к подъемнику назад, Тая. Не ставь телефон! Все, возвращаемся мы уже в телекабину.
Ну что, нормально? Слушай, а я вступил в какой-то ручей тут или Где ты что? его нашел? И вот так, блин, по колено в воду. Ты что, это озеро, наверное, ты Да провалился капец, где-то, нет, да? именно какой-то ручей или что? Я Капец. поняла. Да тут что есть запасная обувь и носки. Ну хорошо, что ты взял. Так, как сюда или туда? Пока мы стоим в очереди на подъемник, покажу вам, что здесь есть в ясный день, какие развлечения на горе. Вот снегоходы, плюшки, в общем, детям есть чем заняться однозначно. Очередь в обратную сторону радует. Пару человек перед нами. А вот смотрите в солнце, какая красота, хоть по телеку посмотрим. Вот в это время мы уже должны были быть где-то на подъезде к Бухаресту. Но из-за того, что у нас сегодня немножко все пошло не по плану, да? Да, немножко. Да. Мы только ждем сейчас обратной телекабины, чтобы спуститься вниз, вот в эту страшную темноту. Подъезжает. Тетя еще поднимается до сих пор сюда. Поднимается еще, да? Это, наверное, жители отеля. Я так думаю, да. Напоминает какой-то фильм ужасов про подъемник в горах и как ребята там остались на неделю, помните? Обратно уже спускаемся. Здесь полная тьма. Окно запотело и ничего не видно. Как в фильме ужасов. Если выключить сейчас вспышку, будет вообще темно-темно. Вот такая темнота в этом вагончике, ничего не видно. Татая тут уже подсвечивает. Ой, Вообще. у меня Wi-Fi начал нам искать. Это мы в полных потемках возвращаемся в наш транспорт, чтобы вернуться сейчас в Бухарест. Мы уже спустились вниз раньше всех.